Magic N5 Max на iMlogic S905X3 на канале Технозон. Поехали! Привет, это Технозон. Сегодня у нас на обзоре очень достаточно интересный и спорный ТВ-бокс одновременно. Magic N5 Max на iMlogic S905X3 процессоре. Почему интересный? Потому что возможности у него действительно неплохие. А почему спорный? Да потому что греется. Греется, правда, не выше 75 градусов. Есть у нас некоторый вопросик по тротлинг-тесту, но давайте обо всем по порядку. Во-первых, комплектация данного ТВ-бокса. Это вот такая вот коробочка. Достаточно симпатичная, беленькая, и это отличается от черного гуано-картона, который обычно любят китайцы, обычно любят китайцы упаковывать свои ТВ-боксы. Внутри у нас есть хороший пульт. Я считаю, что это хороший инфракрасный пульт. У него есть программируемые кнопки и плюс есть цифровая панель для управления IPTV. Это если вы не любите аэромышь, любите пользоваться пультом, то это достаточно неплохо работает. Есть HDMI кабель, есть у нас блок питания 5 вольт 2 ампера, вот такой вот самый обыкновенный. Не пищал, по крайней мере, я шучу. Это просто самая главная жалоба на блок питания, он пищит. Люди прислушиваются. И есть сам по себе ТВ-бокс. Что у нас на ТВ-боксе есть? У нас есть LAN RJ45 на 100 мегабит. Вот это вот разочаровало. И знаете, вот хочется взять мощный ТВ-бокс, достаточно мощный, за столь малые деньги, насколько он стоит. Кстати, ссылка лежит в описании под видео, пойдите посмотрите, будете удивлены. И хочется получить 1000 мегабитный LAN. Ну вот экономят китайцы. Хотя здесь есть 5 ГГц, 24 ГГц, при этом достаточно неплохо работающие, подробности там дали в видео. Есть оптический SPDIF выход, есть у нас AV, аудио-видео выход, есть HDMI, разъем питания, USB 3.0, USB 3.0, USB 2.0 и разъем для TF-карт. Снизу у нас есть диффузор охлаждения, вроде бы должен хорошо охлаждаться, но дело в том, что вот ошибка охлаждения, если у вас есть снизу отверстие для охлаждения и нет их сверху, то ТВ-бокс будет кипеть. То есть, сделайте в верхней полоске пропил с одной стороны и пропил с другой стороны, и на пару градусов температура сразу упадет. Китайцы, я вам скажу, китайцы такие китайцы. Слушайте, что самое интересное есть в этом ТВ-боксе и что нас не особо порадовало. Из плюсов хочу отметить наличие декодера Dolby Digital и DTS. Да-да-да. Через стоковый плеер, через Movie Player он декодирует звук в Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 5.1 ядро, DTS HD Hi-Res он только в режиме Pass-Through. DTS HD Hi-Res, Dolby True HD он транскодирует в Dolby Digital простой 5.1. И вот как-то так. То есть это большой плюс. То есть у данной приставки есть хорошие задатки для проигрывания многоканального звука. Но что дальше? 4К контент проигрывает, 4К торренты проигрывает, но мы смогли проиграть 4К торрент нормально только на Wi-Fi 5 ГГц. Потому что LAN RJ45 для проигрывания 4К торрента в 62 гигабайта уже не хватило. И вот этот спорный моментик, конечно, насколько он хорош в данном случае или нет. Есть спереди у нас часики, это в принципе такое себе преимущество. И игровые возможности его тоже мы проверили. Об этом все вы сможете посмотреть в видео. Очень порадовали root права. С помощью root прав мы смогли реализовать автофреймрейт, AFRD работает, различные тестовые ролики крутит, 4К YouTube 60 FPS крутит. С жесткого диска отлично проигрывает самые тяжелые фильмы по 70, по 60 гигабайт. И все вроде бы хорошо, но вот с охлаждением немножечко не доигрались. Советую дождаться выводов. Но и все остальные подробности именно в обзоре. Также под видео есть не только ссылка, а еще и кнопка подписаться, колокольчик. Если вы забыли это сделать, я вам это советую сделать, чтобы не пропустить мало того, что обзоры, еще и розыгрыши ценных призов, подарков. Ссылка тоже на условия очередного розыгрыша лежит в описании под видео. Ну а сейчас я беру этот самый Magic N5 Max, говорю вам хавабанга, ребята, это же бубльгум, поехали!
Если рассмотреть данную приставку на AliExpress, то мы с вами можем увидеть, какие комплектации существуют. 4 на 32 и 4 на 64. За версию 4 на 64 мы с вами выложим 44,5 бакса. За версию 4 на 32 это $41. Достаточно демократичная цена за столь интересную приставку. Что у нас заявляется производители TimeLogic S905X3, 4 ядра по... Вот, кстати, то, что они здесь пишут 64 бита, да, процессор 64 бита, но работает в 32-битном режиме. Есть у нас с вами, это Cortex A55 ядра, то, что они здесь пишут 16 гигабайт 128, их в продаже нет на текущий момент. И есть у нас USB 3, основана на Android 9. В принципе, больше здесь ничего нам на AliExpress интересного нет. Продавец проверенный, покупали именно здесь, ссылка, как я вам уже сказал, лежит в описании под видео. Столь знакомый нам интерфейс по Magicsy N5 Nova. Уже был у нас когда-то на канале такой TV-бокс, достаточно горячий TV-бокс. Он красивый интерфейс, здесь можно добавлять свои любимые приложения на главный экран в виде больших плиток. При этом еще и можно скроллировать этот самый, скажем так, главный экран. Это удобный интерфейс, он мне действительно нравится. Насчет очистки памяти, то она здесь работает, она убивает какие-то процессы, но насколько это нам поможет, мы сейчас узнаем. Сверху мы видим с вами температуру. Это стартовая температура, мы только включили TV-бокс. Обычно режим записи, вернее, обычно съемки одного TV-бокса занимают до 2-3 часов. И, в принципе, за 2-3 часа мы уже увидим с вами реальную температуру этого TV-бокса. Это обязательно. CPU-монитор мы использовать не будем, потому что мы понимаем, что у нас сверху есть температура. А это у нас можно включать в самой прошивке, в настройках. И мы с вами это сейчас все посмотрим, где это делается. Сеть у нас есть 2,4-5 ГГц, тут как бы с этим проблем у нас нет, мы их действительно можем использовать. У нас есть стандартный набор различных функций типа приложений, настройки устройств и есть MG Settings. MG Settings это вот те самые расширенные настройки, которые Magicsy попыталась скопировать у других производителей. Есть Hardware монитор, это монитор ресурсов. Вы здесь можете выводить в верхнюю строку использования сети, можете показывать IP-адрес свой, можете MAC-адрес свой показывать, температуру процессора, частоту процессора, загрузку процессора и информацию о загрузке памяти. Также вы можете сюда включить дисплей мод. Это удобно. В принципе, кстати, это стандартная фича. Насчет рута. Рут можно сюда включать именно прямо в меню, можно его выключать. Это интересно иногда бывает моим подписчикам. В настройках устройства есть раздел об устройстве, это Magicsy N5 Max на 9-м Android. Больше здесь ничего интересного для нас нет. В разделе звук тоже у нас есть вроде бы как выбор форматов автоматически, но это мы все будем с вами проверять. Конечно же есть Bluetooth, мы должны включить с вами, дабы проверить, насколько Bluetooth здесь работает, и это игровые возможности данного TV-бокса. Вот что-то поиск устройств идет, а у меня появился, но достаточно долго добавлялся. Обычно GameSir добавляется мгновенно. Либо Bluetooth такой, либо хрен его знает. Но надеюсь, будет работать отлично. В принципе, мы сможем с вами оценить на играх input lag через геймпад, но работает. Да, Bluetooth заработал, тут как бы я не могу ничего плохого пока что говорить. Также отдельным приложением у нас реализованы Droid Settings, у нас есть раздел Display, HDR здесь рабочий, разрешение поддерживается 480p до 4К 2К SMPTE. HDMI цик вроде бы работает. Почему вроде бы? Потому что не со всеми телевизорами есть возможность проверить. Audio Output стандартные настройки и Power Key Definition выбор действия по кнопке питания. Если посмотреть в AIDA 64, то тут они, конечно, разошлись. Все N5 Max, они скрыли плату, бренд, аппаратуру, платформу. Аппаратуру они Logic оставили. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 хранилища. Центральный процессор у нас Cortex A55, это Logic S905X3, 1,9 ГГц, и вроде бы тут все нормально. Кстати, следим за температурой. В простой она уже начала подниматься до 64 градусов. Это наводит нас на некоторые мысли. За отображение отвечает Mali G31. И доступ к температуре, как я уже говорил, есть, который уже 66 градусов. А мы еще ничего не делали. По тротлинг-тесту у нас вот такая вот ситуация. Периодически процессор у нас вываливается в тротлящие зоны. У нас температура максимальная достигала до 75 градусов в тротлинг-тесте. Насколько мы в процессе эксплуатации
эксплуатации достигнем такой температуры, нам необходимо понимать. И мы видим, что у нас действительно падала производительность. Минимальная производительность была 32 763 джипс, максимальная 49 792 и средняя 44 713 джипс. Это в среднем немножечко меньше, чем производительность iMlogic S905X3 процессора. В синтетических тестах в 3D Mark он не показал чуда, хотя в Ice Storm Extreme он набрал очень хорошие результаты, 5451 балл, в Ice Storm Unlimited он показал результаты немножечко ниже, хотя это совсем маленькая погрешность, это 9094 балла. По сетевым возможностям мы стартуем 5 ГГц тест и получаем с вами скорость достаточно неплохую. Это 200 мегабит на загрузку, плюс-минус пару мегабит. Это хорошо. Это хорошо, здесь достаточно нормальный модуль Wi-Fi, хотя на выгрузку могло бы быть и побольше. Мы попробуем сейчас сразу же меню, которое у нас есть, вернее внизу навигационный бар, который у нас есть для переключения между приложениями, и выберем с вами 2,4 ГГц. А вернее подключим такую сеть. Температура упала 59,61. Ну как-то так оно, знаете, неверный пароль Wi-Fi. Подключено 2,4, температура падает, колеблется 58,64 в простое, такое, знаете, то есть нет такого нагрева пока что, критичного вообще никакого нет. Начать нажимаем. 2,4 ГГц показывают результаты немножечко выше среднего и колеблятся в районе 50 мегабит на загрузку. И 50, почти 51 мегабит на выгрузку. Тут тоже действительно неплохо это все дело отработало. Подключим с вами LAN RJ45. Индикатор у нас загорелся и тоже стартанем. Ну и здесь небольшое разочарование. Соточка. Соточка, в наше время мощный ТВ-бокс с соткой LAN RJ45 это, конечно же, утопия. Несмотря на то, что он стоит действительно дешево. Здесь честная сотка 90/90, это, по крайней мере, в среднем так показывают боксы с LAN RJ45 на 100 мегабит. 94 сейчас показывает на загрузку. И 95 на выгрузку. Конечно же, стоит нам провести еще и кроссплатформенный тест для тестирования скорости памяти и скорости записи и чтения через порты USB. По результатам теста могу сказать, что учитывая его скорость последовательного чтения в 83 мегабайта в секунду, то вы сможете смотреть любые фильмы с жесткого диска. Мы это тоже протестируем. Скорость копирования памяти 1,5 гигабайт в секунду. И это в среднем лучше, чем у мегабюджетных боксов на S905X3. Температура сейчас в тестах колеблется 62-63 градусов, это абсолютный предел нормы. Также у нас здесь есть Miracast, мы его проверяем, нажимаем на смартфоне трансляцию экрана. Вот он показал Peer Device List OnePlus 7, вот мы видим, что мой OnePlus 7, но он находится в постоянном поиске. То есть возможно, есть какой-то момент, не знаю, но попробую сейчас еще затранслироваться через ноутбук. Так, попробуем на ноутбуке подключиться к беспроводному дисплею, и Android 9 есть. Слушайте, а с ноутбука заработало, значит, что-то не захотел с OnePlus 7 работать, но мы видим, что... давай, коннекция. Нет, не захотел. Не удалось подключиться, поэтому это не в OnePlus 7 проблема, а проблема в самом Magic N5. Вот такая вот ситуация. То есть у нас с вами Miracast на этом Smart TV боксе не рабочий, поэтому вы можете всегда использовать наши видео, где мы показывали, как подключать Google Chromecast к этому самому Smart TV боксу, вернее к любому. То, что не работает Miracast, хрен с ним. Его можно реализовать другими подручными средствами. Переходим с вами к тестированию мультимедийных возможностей. С учетом того, что у нас есть root права, то мы понимаем с вами, что у нас автофреймрейт работает. И это тоже очень хорошо. Реализуется он через AFRD. Продолжим теперь тесты в поле мультимедийных возможностей. Поехали, проверим с вами тяжелые фильмы с жесткого диска, плюс проверим с вами звук, какой он пробрасывает через различные плееры. Gemini Man 68 гигабайт. Мы должны с вами проиграть через стандартный проигрыватель, чтобы понять, что он может декодировать настолько мощные большие файлы. Смотрим с вами. Сейчас у нас температура 68 градусов, это проигрывание 4К, тяжелого 4К, 69 градусов, кстати, в HDR фильм и HDR работает.
Слушайте, а он греется при проигрывании тяжелого контента. 69, упал 66. Посмотрим. 70. Пускай играет. Ну, 76. Посмотрим, еще дальше смотрим. 72. Все-таки это 4К 60 FPS фильм. И мы видим, что при проигрывании мега тяжелого контента все-таки есть нагрев. Ну, блин, 75 градусов я уже видел, даже выше 75 градусов, а это уже не есть хорошо при проигрывании даже столь тяжелого контента. То есть это должно быть не более 70 градусов, то есть в данном ТВ-боксе необходимо будет поработать с охлаждением. Выходим. Переходим к тестовым файлам Dolby Digital и DTS. Поехали. Dolby Digital Plus. Попробуем через стоковый видеопроигрыватель, для того, чтобы понимать, есть ли здесь декодер. Слушайте, здесь есть декодер. На стоковом плеере Dolby Digital Plus вообще без проблем проигрывается. Давайте попробуем еще. Dolby Digital, возможно, просто пробрасывает нормально. Давайте через Movie Player попробуем. Через стоковый. Так, разрешить. Поехали. Во всех плеерах Dolby Digital проигрывает. Это очень большой плюс. Давайте попробуем в MX плеере. Ну, в MX плеере, само собой, нет, потому что этот формат EAC3 не поддерживается почему-то. Давайте HV декодер включим. И вот не поддерживается, не хочет он почему-то в этом плеере, но мы видим, что он в разных плеерах это все проигрывает. Давайте попробуем еще проиграть это все в VLC со включением сквозного звука и без него. Слушайте, в VLC он тоже, даже без включения сквозного звука, проигрывает Dolby Digital Plus. Здесь есть декодер Dolby Digital. Давайте попробуем DTS 5.1 ядро. Поехали. Стоковый видеопроигрыватель. И здесь у нас DTS. Есть 5.1 ядро, это хорошо. Давайте еще попробуем, например, в том же Movie Player, который у нас есть стандартный. Там тоже DTS есть. И у нас появляется здесь еще и логотипчик DTS. Слушайте, а ведь реально здесь получается есть декодер. Это классно. True HD, я думаю, здесь нет Dolby True HD звука. И он никак не будет... Он транскодируется как Dolby Digital 5.1. Это тоже хорошо, при этом это делается в любом из плееров по ходу. Сейчас попробуем еще в стоковом плеере, будем понимать, что это у нас заработало. Давайте смотрим. Да, работает во всех плеерах. Это большой плюс. Это вот большой плюс. VLC сейчас проверим. А вот VLC не хочет. Сейчас попробуем через сквозной звук. Нет, VLC не хочет. Он его декодирует в стандартных плеерах. Это уже очень хороший показатель. DTS HD Hi-Res пробуем в стандартном видеопроигрывателе. И получаем обыкновенный DTS. И попробуем DTS HD Hi-Res VLC в режиме сквозного проброса звука. И здесь получаем DTS HD Hi-Res. Ребят, на самом деле это действительно круто. У него есть... форматы звука, которые он поддерживает во всех плеерах практически. И это значит, что у него правильный есть декодер этого самого звука. Что касаемо тяжелых роликов, мы сейчас с вами пробуем на стандартном стоковом плеере 128 Mbps 4К 10 бит, и это все работает отлично с внешнего жесткого диска. Это значит, что вы можете здесь проигрывать намного больше файлы, намного поинтереснее, чем тот же Gemini, который мы с вами проигрывали, но который при этом нормально работал. Смотрим на температуру, 68 градусов на текущий момент в простое. Попробуем сейчас очистить память. Больше нас тестовые ролики не волнуют, все у нас работает прекрасно. Чистим память и смотрим на динамику температуры. Следующим тестом у нас будет YouTube 4К 60 FPS. Но я думаю, что после того, что мы увидели, здесь с этим проблем не будет. А вот то, что температурка у нас скачет выше 70 градусов, это факт. Стартуем 4К 60 FPS, включаем диагностическое окно. Стоп. Давайте диагностическое окно, принудительное 4К. И поехали смотреть. 3840 на 2160 на 60 FPS, 0 дропов стартовых, и работает это просто отлично. Из сети он берет порядка 70 мегабит на текущий момент, кодек VP9, само собой HDR в YouTube здесь таком не работает. YouTube ATV. Температура проигрывания YouTube 69-70 градусов.
Также у нас здесь есть черный Netflix. Не знаю, попробуем оценить качество, которое у нас дает этот самый черный Netflix. Очень плохо, что нет шторки. Нажимаем play. И Netflix начал проигрываться. Это, честно вам скажу, не HD качество. Это, скорее всего, или 576p, но это не HD. Черный Netflix здесь, конечно, немножечко лажает. Лицензии на Netflix у нас нет. По поводу HD IPTV, то у нас как бы вопросов не возникло. Мы сколько не тестировали, у нас он не выбрасывался, скажем так, не перезагружался, не стопорился. И работает это действительно неплохо. Кстати, какой-то интересный фильм идет в край. Но при этом при IPTV у нас с вами показывает 74 градуса. Это тоже в край неприятная температура для просмотра IPTV контента. При том, что IPTV переключается практически мгновенно. Если у вас достаточно хороший провайдер IPTV, то никаких проблем с его воспроизведением вы не получите. Выходим из IPTV. И нам с вами остается протестировать 4К торренты онлайн. Так вот, на текущем ТВ-боксе 4К торренты онлайн я считаю лучше проигрывать, конечно же, с Wi-Fi 5 ГГц, потому что на сотке хороший 4К торрент не посмотришь. Давайте вот Midway 4К попробуем проиграть. И вот есть у нас 62 гигабайта. В принципе, на сотке это даже можно будет проиграть. 100 гигабайтные торренты не советую тестировать на данном, скажем так, соединении. Во-первых, у нас немножечко подогревается ТВ-бокс, а во-вторых, 100 мегабит маловато. То есть, если на 5 ГГц у вас есть хороший интернет и хороший роутер, то это вполне будет реализуемо на данном ТВ-боксе. Пошел набор скорости, набор пиров. Сейчас мы увидим реально, сможет ли он его победить. Поехали через Vimeo Media Player. У нас пошел этот самый торрент. И мы видим, что немного подфризовывает. Во-первых, у нас 75 градусов. Во-вторых, я думаю, что сотки действительно маловато. А давайте попробуем, наверное, тот же самый торрент. Сейчас пойдет само изображение. Вот небольшие фризы. Попробуем тот же самый торрент, но не на LAN RJ45, а на Wi-Fi. Потому что все-таки раздает его достаточно людей. Насколько его достаточно этой скорости, мы сейчас с вами выясним. Пробуем еще раз, только уже на Wi-Fi 5 ГГц, через тот же самый Vimeo Media Player. Ну и вот он пошел без фризов. Все-таки, конечно, скорее всего, сетевые модули играют роль. То есть на Wi-Fi на этом ТВ-боксе это воспроизводить лучше. Поэтому, ну как-то так. Вот мы имеем, что имеем. На LAN RJ45, само собой, 60-гигабайтные ролики, вернее, торренты смотреть, ну, я не рекомендую. Но торрент 4К воспроизводится, температура проигрывания 75 градусов. Я думаю, что может быть до 76-77 он тоже может прогреться. Необходимо будет все-таки предпринимать какие-то меры по охлаждению данного ТВ-бокса. Осталось нам с вами проверить игровые возможности данного ТВ-бокса, и это уже интереснее. Пробуем с вами GeForce Now для начала. Во-первых, GeForce Now у нас, как мы видим, 74 градуса даже просто в меню. Это мы еще не начали нормально стримить. Сейчас пройдет установка, мы запустим, посмотрим, насколько он там вообще работает. Да, Half-Life загрузился, люблю эту игру, люблю на ней тестировать. Не знаю, 75 градусов так и держится. Слушайте, ну что-то у нас доработает. GeForce Now запустился. Не буду бегать, откровенно говоря. Это все действительно запустилось. В принципе, у меня как бы тут вообще вопросов нет. Выхожу. Совсем кратко GeForce Now, он запустился. Дальше уже сами, потому что получается, что я показываю на одном боксе работает GeForce Now, потом мне люди говорят, не работает. Ну, проверяем еще на World of Tanks и будем уже проходить, резюмировать. Потому что у меня двоякое мнение, двоякое впечатление об этом Smart TV боксе. Ринулись сразу же в бой с нашим World of Tanks Blitz. Да, геймпад работает нормально. Стартовая у нас температура 74 градуса. Выше 75 она на самом деле не грелась ни разу. Ни в тяжелых торрентах, ни в тяжелом фильме, ни в играх. Но FPS, конечно, подкачивает. Почему? Потому что, скорее всего, он немножечко подтротливает этот процессор и не дает максимальную производительность. То есть 29-30 FPS. Вот если ее охладить, я думаю, что будет чудесный ТВ-бокс. Вот реально чудесный. Но пока что вот с таким охлаждением, как есть, я думаю, что эта приставочка пока что немножечко разочаровывает. Хотя Dolby Digital звук, ох, и DTS звук, ох, как подкупают своей
скажем так, новизной. Давай, сейчас мы быстренько сольемся, уже проверяем температуру 74,5. В принципе, вот как тротлинг тест показывал, что максимальная температура 75 градусов, так-то оно и будет. Давай, ой, давай, пам, я никого не пробил, короче, я вот полное, короче, такое, знаете, как меня там любят называть подписчики, рачелло. Ну, давайте уже сливайте, все. Ребят, выходим, резюмируем данное видео. Выводы у нас будут двоякие. Мы однозначно не можем рекомендовать эту приставку из-за недоработок в системе охлаждения. Но, учитывая ее возможности в декодировании звука, учитывая ее возможности в проигрывании 4К контента, мы ее ни разу не смогли нагреть выше 75 градусов. Вы должны понимать, что мы ее можем рекомендовать тем, у кого не кривые руки. То есть, заплатив $40, вы можете получить достаточно хороший, нормальный ТВ-бокс. Но вам при этом еще нужно понимать, что вам необходимо 5 ГГц, потому что LAN RJ45 здесь всего лишь 100 мегабит. В остальном всем, если вы не готовы допиливать охлаждение, если у вас нет 5 ГГц Wi-Fi, то мы этот ТВ-бокс не рекомендуем. Так что наше мнение вот такое вот, двоякое, но честное и справедливое. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Magic C N5 Max на канале Технозон. Пока, ребят.